Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал Дом и сад. Меня зовут Александра. Ну и в этом видео новинки осеннего сезона. Хочу вам рассказать, какие розы я буду высаживать осень в этом году. И саженцы я только что получила. Хочу предложить вам заказать такие же, потому что это новые розы. Розы по английскому типу. И буквально несколько штрихов относительно того, что же такое английские розы. Ну, во-первых, вы получите цветы пионовидной формы. Это будут красивые, огромные розочки в размере примерно 10, даже 15 сантиметров, у которых множество лепестков. Они будут открываться как пионы потихонечку из бутона, разворачиваться, и внутри будет совершенно набитая чашечка, полная лепестков розы. Очень красивые розы. К тому же большинство английских роз, они практически не болеют, они очень устойчивы к различного рода грибковым заболеваниям, которые обычно поражают розы, к пятнистостям на листьях. Эти розы довольно, я бы сказала, сильные. Еще один момент английских роз, на который следует обратить внимание, еще одна их особенность в том, что куст разрастается вот такой, знаете, красивой пышной шапкой. Высота кустов примерно в районе 1 метра, а ширина 60-80 сантиметров. Более сильные розы бывают даже шириной целый метр. Ну и теперь давайте представим, насколько это красиво. Вот вы посадили куст. Ну, в первый год, конечно, он вам всю красоту не покажет, но на второй год вы увидите огромный куст, покрытый шапками из роз, и он будет вам начинать цветение где-то в начале июня или в конце мая и заканчивать его поздней осенью. Представляете, какая это красота? Поэтому я думаю, что стоит обратить внимание на эти розы и позаботиться о том, чтобы они были у вас в саду. Ну а сегодня у меня 5 розочек. Из них 3 это розы Дэвида Остина, знаменитого оригинатора, который давно занимается розами и подарил миру массу красивейших сортов, просто красивейших. И есть одна роза чайно-гибридная, по типу английская роза. И есть одна роза у меня голландская, тоже по типу английской розы. То есть цветы у них пионоподобные. Ну, начнем, пожалуй, из розы Жульетта. Я заказала 2 экземплярчика. Вот, посмотрите. Это розочка Джульетта. Она вот такого приятного персикового тона. На картинке видно. Вот так она выглядит. Это розочка Дэвида Остина. Получила я их от одного из оптовых поставщиков. Но хочу вам сказать, что очевидно это все-таки импорт, потому что они упакованы практически как импортные розочки. И здесь вот посмотрите, обработаны концы, закрыты, видите, вот посмотрите, парафином все залито, чтобы роза не подсыхала. Ну, по поводу того, насколько это красивая роза, я буквально отдельно выложу вам фото и все характеристики, чтобы вы понимали, нужна она вам в саду или не нужна. Роза Джульетт. Английская роза. Оригинатор Дэвид Остин. Великобритания. 2005 год. Как она мне нравится, эта изящная и нежная роза Джульетта. Надо сказать, что это одна из самых первых срезочных роз Дэвида Остина. Ее бутоны и цветочные лепестки имеют мягкий персиковый оттенок, плавно переходящий в молочный. Еще одно несомненное достоинство этой розы – это непрерывное длительное цветение с июня по сентябрь. У розы крупные махровые цветки, имеющие слегка гофрированные лепесточки. Диаметр цветка 8-10 см. На одном стебле обычно раскрывается 1-3 розочки. Высота куста примерно метр, ширина 80 см. Учитывайте это при посадке.
Средне выраженный аромат. Роза Жульетта отличается высокой устойчивостью к заболеваниям. Сорт морозостойкий. Такую розу можно использовать для украшения клумб, для выращивания на срез, для создания красивого букета на торжество. Роза Жульетта стала лидером среди букетных цветов. Так, теперь еще есть следующая роза Дэвида Остина. Это очень красивая такая вот медово-желтая, я бы сказала, роза Шарлотт. Редко встречается у оптовиков. И если вы попали на распродажу, обязательно купите. Розочка тоже высотой примерно 1 метр, чистая англичанка. То есть вы будете иметь красивый большой куст высотой около метра, с большими красивыми цветами, с беспрерывным цветением. Ну и к тому же куст, который будет устойчив к болезням. Тоже она, видите, обработана парафином. Уже немножко почки тронулись в рост. Я сейчас буквально затрону, почему это происходит. Несколько слов скажу по этому поводу. Роза Шарлотта. Оригинатор тоже Дэвид Остин, Великобритания, 1993 год. Роза Шарлотт, как ее называют англичане, самый универсальный сорт среди английских желтых роз. Высота куста около 1 метра, начало цветения июнь. Диаметр цветка 10-15 см. Цветы довольно крупные, янтарно-медово-желтого цвета. Бутоны собраны в цветочные кисти по 3-5 штук. Цветение продолжается до морозов. Роза Шарлотт имеет приятный аромат чайной розы, средней интенсивности, отличается длительным цветением, довольно стойкий сорт к заморозкам и болезням. Куст нарастает быстро, ширина куста может достигать тоже 1 метра. 5-я зона зимостойкости. Следующая розочка, тоже Дэвида Остина, это роза Кейра. Это тоже из новинок, новинки как бы гибридизации этого оригинатора. Роза светло-розового оттенка. Очень красиво окрашены цветы. Тоже ее высота примерно 1 метр. Ну вот поставщик пишет 110 сантиметров. Думаю, как вы будете кормить, так она и вырастет. Роза Кейра. Оригинатор Дэвид Остин, Великобритания. Это новинка, 2012 год. Это тоже английская роза, которую можно часто увидеть в свадебных букетах. Названа она в честь ирландской святой Киары. Роза имеет потрясающий розовый румянец цветка с мягкими персиковыми бликами и будет прекрасным украшением сада благодаря своему естественному шарму и винтажному стилю. Каждый цветок этой английской розы удивительно индивидуален. Бутоны окрашиваются в кремово-розовый цвет с разными оттенками мрамора, а в центре цветка более глубокий розовый оттенок. Цветок имеет форму взъерошенного пиона, источающего сладкий розовый аромат мирры с миндалем, с марципаном и ванилью. Представляете, какой это будет аромат в вашем саду? Высота куста 100-110 см, ширина 60 см. Куст относительно компактный. Диаметр цветка 8-10 см. Аромат довольно сильный, по 5-бальной шкале 3 из 5. Роза Кейра культивируется не далее, как в 6-й зоне зимостойкости, где максимальная температура зимой не опускается ниже минус 23 градусов Цельсия. Устойчивость к болезням средняя. Ну и все эти розы практически с ароматом. То есть это не очень сильный, но вот такой средний аромат розовый будет присутствовать у всех этих 3 роз от Дэвида Остина. Теперь розы английские, но оригинатор не Дэвид Остин. Это роза Гайд Парк. Тоже большая роза, высотой примерно 1 метр. Ее относят к чайно-гибридным розам, то есть у нее особый аромат. Она имеет желтый окрас цветка, как бы более насыщенный желтый внутри цветка, и снаружи лепестки такие белесые, белесо-кремовые.
Чайно-гибридная роза английского типа роза Hyde Park. Срезочный сорт розы. Отличается великолепными крупными махровыми цветками, распускающимися в форме пиона. Диаметр каждого цветка около 10 см. Роза Hyde Park – обильно цветущая роза. Ее цветы имеют волнистые лепестки нежного лимонно-белого цвета. Серединка цветка окрашена более насыщенно, в желтый цвет. Бутоны обычно собраны в соцветия по 3 розочки или растут одиночно. Аромат очень приятный и довольно стойкий. Мой выбор пал на эту розу, потому что она отличается продолжительным и обильным цветением. Куст среднерослый, хорошо разветвленный. Его высота около 100 см, ширина до 80 см. Роза Hyde Park украсит любую клумбу в саду. Она используется для срезки и создания букетных композиций. Эта розочка хорошо переносит ухудшение погодных условий. Вот такая вот розочка. Высота ее 1 метр, как я уже сказала. Ну и по поводу аромата, если вы имеете дело с чайно-гибридными розами, то они будут очень ароматными. По крайней мере, должны быть такими. И если вам скажут, что вот что-то предложат, да, и вы посадите, и вам при этом указали, что это чайно-гибридная роза, а запаха у нее нет, значит, эта роза к чайно-гибридным не относится. Извините, но, к сожалению, вас обманули. Ну и, наконец, последний экземплярчик, который я получила, это роза, которая называется Вувузелла. В общем, интересное такое название, и скажу вам, окраска у розы тоже интересная. Она такого, я бы сказала, персиково-желтого цвета. Двухцветная роза, как ее называют. Чайно-гибридная роза Вувузелла. Роза Вувузелла – сорт выведен в Нидерландах в 2011 году. Оригинатор De Ruyter, Нидерланды. Сорт широко ценится среди флористов благодаря своему удивительному цветению. Среди особенностей розу Вувузелла отнесли к типу английских роз. Цветы уникальной окраски нежного кремово-розового лососевого спектра. Цветки небольшие, пионовидной формы, диаметр 8-10 см, на одном побеге от 1 до 3 бутонов. Розочка Вувузелла имеет выраженный приятный аромат. Куст компактный, довольно быстро нарастает. Высота 100 см, ширина около 70 см. Длительный период цветения с конца мая и до поздней осени. Роза Вувузелла отличается высокой стойкостью к заболеваниям. Если рассматривать, в какой климатической зоне можно выращивать эту розу, то по классификации USDA этот сорт относится к 6-й зоне зимостойкости, выдерживая температуру до минус 23 градусов Цельсия. Роза Вувузелла широко используется флористами как срезочный сорт, потому что ее плотные бутоны отлично сохраняются и позволяют формировать романтические композиции. Вувузелла станет украшением любого сада. При ее посадке постарайтесь использовать треугольную схему, чтобы получить эффект цветочных розовых зарослей. Роза, которая цветет тоже по английскому типу. Цветки образуются как пионовидные, но это роза селекции голландских оригинаторов. То есть она не англичанка, она по типу англичанки. Высота ее 1 метр. Запах у нее такой слабенький, по крайней мере, те садоводы, которые и розоводы, которые уже имеют эту розу в своем саду, говорят о том, что у нее очень легкий запах, такой, знаете, очень тонкий и ненасыщенный. То есть ее нельзя отнести к чайно-гибридным розам. Скорее всего, это вот роза флорибунда, обильно цветущая, которая будет украшением в вашем саду. Вот такие вот 5 экземплярчиков я получила. Сегодня буду высаживать. Хочу сказать, что осень – это хорошее время для посадки роз, но период до заморозков должен быть не менее 20-30 дней, чтобы корни у роз успели освоить ту лунку, которую вы для них приготовили, чтобы они начали свое развитие и закрепились в почве. Если вы посадите слишком поздно, прямо перед заморозками,
конечно, розочка будет страдать, потому что питание у нее ограничено, место новое, будет она себя плохо чувствовать. Теперь давайте посмотрим, в каком состоянии пришли эти розы. Хочу сказать, что вот эти вот, видите, вяленькие вот такие вот листики, у которых совершенно нет, смотрите, нет зеленого цвета. Это значит, что нет хлорофилла. Говорят о том, что розы хранились в темноте, но в тепле, потому что она начала выпускать новые, видите, новые листики. Это не совсем хорошо, потому что не хватает солнца для фотосинтеза, а за счет теплоты роза начинает развитие, и все, что тут было питание совершенно скудного в корне, она начинает осваивать и начинает рост. Это плохо. Поэтому, если вы имеете возможность выбрать, вот такие вот розы не покупайте. Лучше купить вот такую розочку, вот такую вот, видите? Она практически еще не развивается, то есть ее хранили в прохладном помещении, в темноте, но корни у нее упакованы, они там во влажном состоянии, то есть они не засохли, не повредились, а верхняя часть как бы была охлаждена, и она замерла. Она ждет, пока ее посадят. Вот в таком состоянии должна быть роза. Не в таком, а вот в таком. Если вы хотите иметь розу с лепестками, с листьями, то нужно покупать ее в контейнере, чтобы у нее была закрытая корневая система. То есть система, которая адаптировалась, прижилась и развилась в этом контейнере, и вы просто перевалили из контейнера себе в почву. И в таком случае это будет правильное решение. Купить розу с лепестками, с листьями, вот в таком состоянии, но не в кулечке, не в кулечке, а в контейнере. Ну, а теперь давайте посмотрим, как внутри выглядит корневая система у каждой из этих розочек. Я приготовила секатор, приготовила ножницы. Все это обработано спиртом, продезинфицировано. И теперь откроем одну из розочек, чтобы посмотреть, какая будет корневая система. Еще у меня тут есть вот такой вот поддончик, который не даст нам выронить внутренности из этих пакетов. Я думаю, что там опилок, влажный опилок, который помогает сохранить корни в целостности и в нормальном не засохшем виде. Сейчас я поближе поставлю фотоаппарат, и мы рассмотрим более предметно корневую систему. Помощничек пришел, тоже будет сажать со мной розочки. Ну, возьмем ту же Джульетту. Давайте возьмем вот эту, которая уже распустилась, которую надо срочно высаживать. Она в таком мешочке. Внутри еще целлофановый такой вот оберточный вариант. Ну, в общем, когда приходит к вам такая розочка, самое главное проверить живость корней. Потому что они могут храниться в таком состоянии бесконечно. Все зависит от того, когда питомник эти розы упаковал, насколько давно они у него в таком виде хранятся. А если давно хранятся, то они должны храниться не в теплом помещении, а в таком вот прохладном, при температуре там плюс 5, плюс 8 градусов, чтобы розочка не начинала рост, чтобы она не тянула силы из самой себя. Ну, довольно так плотно упаковано все. Здесь, очевидно, корень завернут. Вот сейчас мы посмотрим. Вот это все надо снять. Это нам не нужно. Мы должны посмотреть, найти, где заканчивается корешок.
Потому что если вы вот так посадите, эти бедные корешки, пока они найдут, куда им следовать, это будет очень долго. Ну вот видите, в каком она состоянии. Она действительно уже начала рост. У нее есть всасывающие корни. Это, конечно, плохо, потому что мы сейчас их повредим при посадке, пока мы... Вот, видите, я развернула, посмотрите. Вот ее корешок, видите? Вот. Вот так вот надо каждую розочку рассмотреть, найти, как этот корешок там завернут, и его развернуть, освободить от этих скрюченностей, чтобы он мог потом в почве расположиться правильно. Ну вот длина корешка примерно 40 сантиметров. Такой большой. Теперь посмотрим на его живость. Для этого у меня есть секатор. Вот видите, краешки этого корешка, значит, стержневых корешков. Сейчас будем отрезать. Должны быть белого цвета эти корешки. Ну и если вы получили такие розы, которые были давно упакованы, то обязательно нужно эти корешки все обрезать. Не высаживайте вот в таком виде. Обновите их. Обновите, не жалейте. Роза восстановит то, что срезано. Вот еще один корешок. Тоже чистенький, беленький. Видите? Поэтому это надо обновить. И при помощи, сделать это при помощи продезинфицированного секатора. Ну вот, теперь эту розу можно высаживать. Но перед этим ее нужно продезинфицировать в фунгициде, в каком-то комплексном, чтобы обработать корни, потому что здесь, в принципе, вот эта вот смесь, она должна быть продезинфицирована. Но вы не знаете, насколько ответственным был оптовик, розовод, который вам это поставлял, поэтому лучше продезинфицировать. Так. Этот вот парафин, который здесь, нужно облить теплой водой, чтобы он сошел. Но обычно, если при посадке этого не делают, то весной он как бы сам отваливается. Роза начинает рост, начинается течение соков по стеблям, и он начинает крошиться и отваливается. Но если есть такая возможность, лучше обработайте теплой водой, такой теплой, но не горячей, только чтобы расплавить этот парафинчик и убрать его со стеблей розочки. Такая вот розочка к посадке. Ну, думаю, вы знаете, что глубина посадки каждой розы должна быть вот на уровне корня. То есть вы должны разложить корешок. Если глубины не хватает, то хотя бы его вот так вот не заворачивать, а дать им более-менее расположиться свободно. И здесь надо посмотреть место прививки. Вот это вот, видите, это корешок, очевидно, шиповника, а здесь вот место прививки. Здесь была окулировка и был врезан стебель культурной розочки. Так вот, это место прививки надо углубить в почву примерно на 5 сантиметров, не более. И отсюда пойдут у вас новые росточки весной, как только розочка приживется. Заодно углубление этой корневой шейки защитит ее от воздействия морозов и не даст поразить эту культурную розочку, которая вот была привита на корешок из шиповника. Ну, как посадить розочку, я думаю, вы знаете. Розы — это довольно прожорливые растения, прожорливые цветы, а все потому, что у них тут практически нет питательных веществ, как, например, у клубеньковых, у тех же пионов там, или у тюльпанов, там, где в клубеньках собраны питательные вещества. Тут ничего такого нет, поэтому лунка должна быть заправлена по максимуму. И компостом, и хорошо разложившимся перегноем, и суперфосфатом для развития корней. Если вы хорошо ее покормите в процессе посадки, она, конечно, вам и цветы покажет, такие, как положено уже весной. Распаковала я розы. Можете посмотреть, как выглядят корешки.
Видите, все корешки разные. То есть и растения все по силе роста будут разные. Самый сильный корешок у розы вувузелла. Вот какой он. Крупный, мощный. Далее корешок более слабый. Роза Шарлотта. Совсем слабый у Гайд Парк. Ну, такой средний, как бы. Средний. Вот он, видите. Средний это Кейра. И вот два еще экземплярчика. Это Джульетта. Один корешок и еще один. И посмотрите, как они отличаются. Один более сильный, один более слабый. И это видно сразу же и на стеблях. Если рассмотреть стебли повнимательней, то если стебель сильный, вот посмотрите, у вувузелла какой стебель мощный. И вот рядышком, давайте сравним. Вот стебель, видите какой? У Гайд-парка. То есть он в 2 раза тоньше. Поэтому при покупке выбирайте, чтобы и стебли были более мощные, больше толщины. И в таком случае и корни у розы будут тоже более сильные. И сказать можно о возрасте этих роз. Вувузелла. Например, очевидно, что ей где-то больше 2 лет, может 2,5 года этому саженцу. Этому тоже где-то 2 года, но не больше. А этот саженец вообще годичный. Видите, у него только 2 стебелечка и корешок совсем слабенький. Вот такие они разные розы, которые мы покупаем. Ну вот таким получилось мое видео сегодня о розочках, которые я буду высаживать осенью в этом году. Надеюсь, оно будет для вас полезным. Думаю, что благодаря этому обзору вы сможете тоже расширить свой ассортимент английских и других розочек, которые порадуют вас весной своим цветением. Ну, я хочу попрощаться, сказать вам большое спасибо за просмотр, за подписку. Не забывайте, заходите на мой канал, здесь будет много интересных историй. Всем мирного неба и пока-пока. Скоро увидимся. Пока-пока.